один из самых известных лесных обитателей, который способен не только питаться желудями и валяться в грязи. Несмотря на неповоротливость, это крайне опасный зверь, мишенью которого могут стать даже быстрые бегуны и невероятно крупные соседи. Словно неприступная крепость, он готов дать отпор самым опасным хищникам и способен выжить в невероятно суровых условиях. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – кабан. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Кабан – довольно крупный и массивный представитель семейства свиней, размеры и вес которого во многом зависят от места обитания. Ареал кабанов невероятно обширен, и если в Европе самцы обычно весят не более 100 кг, то представители Северо-Восточной Азии по размерам могут догонять бурого медведя, достигая длины свыше 1,5 метров и массы до 300 кг, а иногда и больше. Кабаны – очень социальное животное. Они формируют стада численностью до 30 особей. Однако даже в большом семействе нет места самцам, за исключением детенышей, которые по мере взросления покидают стаю и придерживаются одиночного образа жизни. У кабана неважное зрение. Он не различает цветов и вряд ли увидит человека даже с расстояния 15 метров. Но это с лихвой компенсируется хорошим слухом и невероятно развитым обонянием, которое играет первостепенную роль при поиске пищи. Вытянутая морда оканчивается твердым пятачком, который успешно используется в качестве лопаты. Словно трактор, кабан ловко снимает слой почвы, где можно найти не только питательные корни и плоды, но и множество источников белка, таких как насекомые или даже мелкие грызуны. Важную роль в процессе взрыхления играют невероятно крепкие клыки, которые растут на протяжении всей жизни. Однако они являются не только инструментом для добычи пропитания, но и по-настоящему грозным оружием. Особенно это касается самцов, обладающих куда более крупными клыками. Поэтому беззащитными этих животных точно не назовешь. Они осторожны, но в крайнем случае всегда готовы постоять за себя. Волки – одни из главных естественных врагов кабана. Конечно, стае по силам разобраться с одиноким животным, но для одного хищника даже молодой кабан может стать недоступной и крайне опасной добычей. Толстая шкура неплохо защищает его от укусов, а клыки и копыта становятся весомым аргументом в драке. В остальном, мало кто рискнет связываться со взрослыми животными, хотя в отдельных регионах на них охотятся тигры и леопарды. Ежедневно взрослому кабану требуется около 5 кг пищи, поэтому промысел не ограничивается рытьем. Спасительной становится всеядность животных, которые могут примерить даже роль хищников. Несмотря на неповоротливость, кабан может бежать со скоростью 40 км в час. Конечно, этого не хватит, чтобы догнать зайца, но раненые или больные животные становятся легкой добычей. Таким образом, жертвой кабана могут стать даже олени. Но чаще такая добыча достается им в виде падали, что совершенно не смущает прожорливых животных. У кабана достаточно силы, чтобы вытащить из воды даже такую увесистую тушу, после чего крепкие зубы быстро справляются с богатым калориями трофеем. Во многих регионах животные питаются морскими дарами или даже самостоятельно ловят рыбу, особенно когда упавший уровень воды позволяет упростить рыбалку. Массивный карп станет хорошим обедом, которым совершенно не хочется делиться с окружающими.
Хотя угорь тоже может стать отличной закуской. Удивительная всеядность кабанов дополняется иммунитетом к яду многих опасных растений. Также они менее восприимчивы к укусам змей, почти как мангусты или медоеды. Кабаны действительно любят принимать грязевые ванны. Корка из грязи не только защищает от паразитов, но и обеспечивает лучшую терморегуляцию, спасая животных от перегрева. Зима становится тяжелым испытанием даже для таких неприхотливых животных. Слой снега и промерзшая почва значительно усложняет добычу пропитания. Животным приходится питаться корой, побегами и жалкими остатками трапезы хищников. От холода они надежно защищены вырастающей на зиму мягкой подпушью. Но от недостатка пищи далеко не всем суждено дожить до весны. Однако у тех, кто успел накопить достаточно жира осенью, гораздо больше шансов. Взрослые самцы присоединяются к стаду лишь во время брачного сезона. В период гона конкуренты выясняют отношения, и даже их прочная броня не всегда спасает от острых клыков, что может закончиться трагично. В убежище из веток и листьев на свет появляется в среднем 5 малышей весом менее килограмма. В первые месяцы жизни крохотные поросята облачены в полосатый наряд, что обеспечивает лучшую маскировку. В случае опасности они за секунду прижимаются к земле, становясь почти незаметными. И горе тому, кто попробует обидеть малышей, ведь мать всегда готова к яростной защите. Поросята проводят много времени за играми, получая навыки, которые помогут им выжить во взрослой жизни, длительность которой при благоприятных условиях может превышать 10 лет. На протяжении веков кабаны являются желанной добычей охотников, поэтому из-за неконтролируемого истребления животные исчезли из многих регионов обитания. Но благодаря повторному заселению, созданию заповедных зон, а также неприхотливости и высокой плодовитости популяция кабанов довольно многочисленна, и сегодня в большинстве регионов обитания эти животные процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!